Всем привет! В этом выпуске я расскажу вам о том, как добирался из Сибири в Индию проездом через Казахстан. Покажу вам зимнюю Астану, а в следующем видео вы увидите, как я пытался продвигать свою музыку в Казахстане, обходя местные ТВ и радио. Поехали! Итак, я начинаю свое путешествие из Омска в Индию через Казахстан. И первый пункт моего назначения — это столица Казахстана, город Астана. Из Омска туда можно добраться напрямую поездом, но я советую вам использовать лайфхак. Если ехать с пересадкой и покупать два билета из Омска до приграничного Петропавловска, а из Петропавловска в Астану, то билеты выйдут в 3 раза дешевле. Не 6000 рублей, а меньше 2000. Причем в моем случае пересадка составила всего 40 минут. И это был даже один и тот же поезд. Мне оставалось лишь сменить вагон. А заодно за это время я успел поменять на местном вокзале рубли на тенге. Там обменный пункт работает круглосуточно и курс валют там достаточно выгодный. Конечно, лучше приезжать в Астану летом, как я и сделал 5 лет назад. Хотя в самый первый раз я был там почти 20 лет назад вместе со своим американским другом, также именно зимой. Тогда столицу только-только туда перенесли из Алматы, было построено совсем мало зданий и было жутко холодно из-за ветра, продувающего всю равнину. Но было очень круто. Мне только-только исполнилось 18, и это была моя первая заграничная поездка. Кстати, зацените прикид. В этот раз я здесь в конце февраля, и за окном минус 27. Гораздо холоднее, чем дома в Сибири. Да, ну что, друзья, я прибыл в Астану, время 6:30 утра, еще ничего не работает, сейчас выходной. Вот, поэтому попью пока кофе здесь на вокзале, уютный новый вокзал, и потом уже буду выдвигаться в город по делам. Красивый вид на ночную Астану с нового вокзала. Мой поезд прибыл на место около 5 утра, было еще темно, а транспорт не ходил, поэтому у меня было пару часов, чтобы насладиться прекрасным новым астанинским вокзалом, который настолько крут, что больше похож на аэропорт. Национальные росписи на стенах, большие пространства, приятная музыка, одним словом, уютно. Первым делом в такую рань надо было выпить кофе, и тут возникла проблема, знакомая мне еще по моим прошлогодним поездкам в южную столицу Казахстана, Алматы. Все торговые автоматы принимали исключительно карту, и не было шансов купить что-то по наличке. Поскольку российские карты сейчас не работают из-за санкций, то я рисковал остаться без завтрака. Хорошо, что на вокзале было круглосуточное кафе, принимающее наличку. И вот, наконец, из холода я попал в жаркие казахстанские степи. А, нет, это просто очередная картина на стене. Но очень красиво, согласитесь? А вот и 7 утра, и можно ехать в город. Привет, Астана. Я здесь не был 5 лет. В транспорте ситуация с оплатой точно такая же. Расплатиться наличкой не вариант. Проезд можно оплатить только по такому QR-коду с карты или с телефона. В итоге мне пришлось попросить местных жителей, чтобы они купили билет за меня, а я отдал им наличку. Если будете делать так же, то не забудьте сфотографировать ваш билет с экрана другого человека, чтобы не нарваться на штраф. Я приехал в центр на встречу со своей местной подругой. Подруга по интернету. Мы сегодня впервые увидимся вживую, и, возможно, мы будем снимать здесь клип. Сегодня с ней это обсудим. И вот она меня пригласила на встречу в кафе прямо в центре, в таком приятном месте. После завтрака с моей подругой Светой мы начали думать, куда можно сходить. Осмотр достопримечательностей отпадал из-за дикого холода, поэтому она предложила пойти на выставку Экспо. Но первым делом мы заехали в магазин, и я купил себе толстые носки.
потому что тех 2 пар, которые я взял с собой, было недостаточно. А с 3 парами я смог хоть как-то согреться. Ведь в предвкушении Индии я непредусмотрительно взял в эту поездку лишь летние кроссовки. А вот мы добрались и до Экспо. Снаружи это прекрасный ансамбль футуристических зданий, а внутри выставка с крутым хай-теком и футуризмом. Космос пошел, смотри. Но, если честно, сильнее всех экспонатов мне было интересно посмотреть на вид Астаны сверху. В целом выставка очень интересная и атмосферная, и стоит того, чтобы ее посетить. Стоимость билета около 1300 рублей. Меня очень привлекли залы с космической тематикой, это очень красиво. Света мне также очень советовала зайти внутрь Солнца, но в этот день, к сожалению, Солнце не работало. Сразу после выставки мы зашли в местный торговый центр, чтобы поужинать. И я даже нашел кое-что вегетарианское для себя. Баурсаки с моцареллой. Интересное блюдо для вегетарианца. Национальное казахское, я так понимаю. Будем пробовать. После ужина мы со Светой попрощались, но у меня были еще дела. Я пошел в торговый центр Хан Шатыр. Кстати, зацените архитектуру. Друзья, всем привет из Астаны. Уже 9 вечера, сегодня у меня был день осмотра достопримечательностей, поскольку сегодня выходной. И я впервые в жизни пью в Starbucks, правда не кофе, а чай, потому что у нас в Омске его не было. В Москве я в свое время в него не ходил, а теперь они ушли из России, поэтому вот в Казахстане есть возможность попить хотя бы какой-то индийский чай масала. Необычно, чай с молоком. Вот, и завтра у меня будет день. Завтра я вылетаю в Дели из Астаны в 7 вечера. До этого я хочу обойти все радио и телевидение местные, договориться о сотрудничестве прямо с утреца, часов 7 с 8. Вот, а сейчас, пока еще есть час до закрытия торгового центра, я хочу купить себе куртку. Про проблемы с летними кроссовками я уже рассказал. А вот куртка у меня была самое что ни на есть зимняя. Мой индийский друг меня заверил, что в Индии уже жарко, и я планировал на время своей поездки оставить куртку у Светы, а поехать просто в толстовке или в пиджаке. Но, посмотрев прогноз погоды в Индии, я пришел в ужас. Оказалось, что днем там в это время плюс 30, а вот ночью 15 и даже 13 градусов. Поэтому я решил в срочном порядке пойти в торговый центр и, пока открыт мой любимый магазин Нью-Йоркер, выбрать там себе пару легких курток. Цены по скидкам были очень выгодные, около 1500 рублей за куртку. Пишите в комментариях, какая из двух нравится больше и какую стоит взять с собой в Индию. На этом мой первый день в Казахстане закончился. Я нашел хостел за 500 рублей и лег спать. В следующем выпуске я расскажу вам, как я обходил местные радио и ТВ в попытке продвинуть свою музыку, а также о том, как полетел в Индию. Подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые видео, а также поставьте лайк и оставьте комментарий. До встречи!